Всех приветствую на своем канале. Значит, сегодня видео будет не по технической части, а ответы на комментарии. Ну и расскажу, почему ТНВД менял, сколько трактор наработал часов и причину стука в двигателе и что я сделал, чтобы избавиться от него. Значит, самое первое, наверное, и главное, то, что трактором я доволен. Есть маленькие, незначительные такие поломки, которые устраняются. Ну а в целом я ним доволен. Я считаю, тех денег он стоит, за сколько я его купил. Значит, первый комментарий пишут: 10 часов наработки трактору, а он уже и вкладыши, и ТНВД, и форсунки, и тому подобное все меняет. Значит, трактор у меня отработал 2 сезона. Вот, сейчас ноябрь месяц, 4 или 5, 4, по-моему. Я его приобрел в прошлом году в мае. Значит, 2 сезона он отработал по полной программе. И косил, и фрезеровал. Ну, в принципе, все операции делал, кроме пресс-подборщика. Остальное у меня все есть. И культиватор, и фреза, и вот сейчас плуг подцепленный. За это время, друзья, чтобы не быть голословным, я поставил был часы. Вот, как бы моточасы, но это обычные часы. Значит, на данный момент 681 час, но они с трактором не шли. Я устанавливал сам, и примерно часов 50, 60, 70, ну, в пределах этого, я работал без них. В общей сложности 750 часов трактор наработал. Вот, установил был датчик топлива, с ним не шел. Потом поломался был датчик давления, но это мелочевка. Я поменял его на механический. Значит, по вопросу, сколько трактору по возрасту и сколько он наработал моточасов, я ответил. Дальше комментарий такой: вот ты рекламируешь сайт, где покупал этот трактор Константина. Это сайт mototractor.com.ua. Я оставлю ссылочку под видео в описании. А он тебе типа подсунул нехорошего качества. Ну, начнем с того, что их не производят в Украине. Это китайская техника. Константин, как и многие другие, просто продавец. И я желаю всем, кто приобретает технику, там, мотоблоки и тому подобное, такого продавца. Продавец, по крайней мере, год гарантии, и он все условия по гарантии исполняет. Был у меня мототрактор, я у него покупал. Тут дело в чем, рекламирую, что есть продавцы ответственные, а есть неответственные. Много читаю в комментариях, что купили трактор, домой пригнали и все. Какие-то проблемы или с мотоблоком, и продавцы открещиваются. Это не наши проблемы. Так что я в этих целях только другой раз даю ссылку на сайт, где приобретал. Из-за того, что, по крайней мере, год по гарантии проблем не будет. Так же само, например, как и Виталий Бойчук, магазин «Планета Залезяка». Побольше таких бы ответственных продавцов. Идем дальше, друзья. Значит, что произошло? Почему всем интересно? Я и ТНВД менял, и вкладыши, и так далее. Значит, появился стук в двигателе. Даже и в мануале написано, надо то-то, то-то проверять, делать. Я и изначально знал, что надо смотреть форсунки. Но дизель, давайте разберемся, дизель и карбюраторный двигатель. Да? Если машина затроила, например, выкрутили свечу, кинули надсвечник на свечу, кинули на двигатель на массу, крутанули стартером, искра есть, значит хорошо. Рабочая свеча. Если нету или плохая, значит свечу под замену. Здесь же немножко другой принцип работы, так как бензин от искры у нас зажигается, то в дизеле от сжатия. Вот. Значит, получается, я открутил
сначала форсунки по очереди, трубки не форсунки, а трубки высокого давления. Как бы изменение двигателя происходило, но незначительное. На холодную хорошо было слышно, на горячую как бы очень плохо изменение двигателя было. Знал, что надо начинать было с форсунок, но была большая на то причина, не было у меня стенда. Где проверить и куда везти на проверку я не знал и так далее. Ну, решил все-таки поменять ТНВД. Тем более, скажу честно, сделали неплохую скидку. Вот, я бы его, наверное, и в запас бы купил по такой цене. Ну, поменял. Работа двигателя как бы изменилась, но стук меньше стал, но продолжался. Скрыл поддон, посмотреть, что там и как. Показался мне люфт на шатуне, на вкладышах, там где на шейках это самое, ну, немножко как бы большой. Но коль я туда уже полез, я решил поменять заодно и вкладыши, чтобы на будущее уже быть уверенным. Ну, это я так решил. Можно было этого не делать ничего, но я так решил. Дальше. Все-таки пришлось мне сделать стенд самодельный с домкратом. И вам, друзья, советую, у кого есть техника дизельная, сделайте стенд примитивный, вот такой из домкрата. Вот, я его показывал в работе, как он работает, как его делать. И у вас таких проблем не будет. Сразу определите, что к чему, с форсунки, а потом уже дальше. Значит, когда я сделал стенд, вернулся все-таки, ну, стучок продолжался. Я и знал, что, еще раз повторюсь, что надо начинать с форсунки. Вот. И проверил форсунки. Когда проверил форсунки, значит, на третьем цилиндре форсунка, получается, была нерабочая. Как бы она работала, но некорректно. А именно, есть видео, значит, один раз она срабатывала, как и положено, при давлении 195, а второй, третий, там раз, четвертый при 160, и распыла не было, просто струйки были. В народе говорят по-другому, ссали. Вот и по этой причине, из-за того, что третья форсунка была нерабочая, двигатель стучал. А именно, что получается? Получается, поршень еще не дошел в верхнюю мертвую точку, форсунка уже срабатывала, подавала топливо, и получалась детонация сильно ранее, впрыск, по-другому можно сказать, как бы зажигание сильно ранее. Вот этот стук и был. Когда же я, но на тот момент у меня, друзья, в запасе была форсунка, но приключения на этом не закончились. С форсункой, казалось бы, поменять запасную и все. Но когда установил форсунку новую для проверки и те, что стояли, значит, что выявилось? Что китайцы поставили форсунки сюда на двигатель не те, которые должны были быть. Вот. Спасибо вам, кто написал в комментариях, и я потом поднял мануалы, почитал. Я сейчас, здесь у меня записаны маркировки. Но одним словом, китайцы поставили сюда форсунки, которые ставятся не на 24 силы трактора, а выше 40. То есть распыл был на 5. А надо, чтобы на эти двигателя распыл идет на 4. Вот. Я заказал был на mototractor.com.ua распылитель на 5, 3 штуки в запас. Тоже на тот момент как бы считал, ага, с завода поставили, значит так и должно быть. Но спасибо вам, вы в комментариях написали. И потом со своим продавцом поговорил, говорит, у нас есть техобслуживание, там проверяют все, ну, мотористы. Тоже говорят, что должна стоять форсунка на 4 распыла на таких тракторах, 24 силы. Почему вперли туда китайцы на 5 распыл? Для всех это загадка. Это на их совести, так сказать, они только знают.
Вот видите, и продавец тоже за это не отвечает, что туда поставили. Никто даже об этом не знал. Значит, прислал он мне распылители, я поменял, поставил и пропал стук. Вот видите, значит, сейчас двигатель работает мягко, корректно, все отлично, как новый. Но при этом из-за того, что я не мог на стенде проверить форсунки, мне пришлось экспериментировать, так бы, как сказать. Начиная и топливная аппаратура, и вкладыши, всего этого можно было не делать, был бы стенд. Вот, изначально, если был бы, и я проверил бы форсунки, и все было бы отлично. И могу добавить, что, скорее всего, что на 99% я уверен, что моя топливная аппаратура, родная, которая была на этом тракторе, она в отличном состоянии. Но продолжаем дальше. И сейчас бы все стоит распыл, как и по заводу, на 5. Но решил я на этом не останавливаться и все-таки сделать до ума. Ну, по натуре я такой человек. Пока до ума не доведу, я не остановлюсь. Константин мне выслал был 3 распылителя. Я поставил 1 распылитель, но почитал мануал и ваши комментарии, все-таки пришел к выводу, надо вернуться к истоку и поставить, как оно должно быть по заводу. Ну и принял такое решение. Значит, сейчас стоит распыл на 5, но при этом я 2 распылителя опять отослал Константину на обмен на 4 распыл, чтобы был, и дополнительно прикупить еще 1 распылитель. И в будущем планирую, если какие проблемы будут опять по форсункам, то я сразу их сниму и перейду, как и должно быть по мануалу. Значит, по мануалу, друзья, должно быть у нас вот на данный момент то, что китайцы мне поставили, 525 распылитель. Форсунки они одинаковые, только распылители разные. Значит, это 525, это идет там 40 сил, 30 сил. Ну, свыше 24-сильный трактор, если китайский, вот 525. У нас же по мануалу, у кого дизеля КМ-385 или 24-сильный трактор, значит, вот наши форсунки, точнее распылители и их маркировка. Вот так они в кадр попали, без 525. Значит, 425. Четверка это обозначает распыл на 4. Здесь если 5, это распыл на 5. Или 423. Это написано в мануале. Но, как правило, ставят 425. Вот. Это вот для КМ 385 ВТ или 24-сильного трактора. Вот такие приключения, друзья. И еще раз хочу сказать, вот по натуре я такой человек, что вот на днях выехал, показался какой-то скрип. Все, остановился, начал искать. Что же скрипит? Оказалось, мелочь, но пока я ее не устранил, я не поехал дальше работать. Как вы знаете, кто смотрел мои ролики, я добавил сюда гидроусилитель руля, и у меня стоит вот гидроцилиндр, и тут ШАЭС-ка стоит. Трактор мою другой раз перхером, и смазку здесь вымыло, и ШАЭС-ка начала скрипеть. Помазал, немножко масла капнул, все наладилось, и поехал работать. Вот. Дальше, какие проблемы за 1,5 года с ним было? Значит, в принципе, таких проблем никаких не наблюдалось, но я добавлял функции там для удобства. Это мое желание было, и я так делал. Например, добавил гидроусилитель руля, так как эта модель изначально и шла на тягах. Значит, мне не понравилось, при пахоте немножко тяжеловато, я решил поставить сам. Хотя уже сейчас новые модели, ДВ такие 244, только там ATH или не помню маркировки, уже идут с гидроусилителем. Но это моя прихоть была, я поставил. Есть видео, как я ставил, рассказывал, какие насосы сюда можно. Захотелось мне дополнительную гидравлику. Вот, я поставил дополнительный распределитель.
Не понравилось мне сиденье, я поставил другое сиденье. Показалась вибрация немножко торпеды и капота. Я усилил вот такими уголками, здесь просверлил по 3 отверстия в каждом уголке, 2 уголка с левой и с правой стороны. И теперь все жестко сидит. Но таких проблем по коробке, по двигателю не было. Надеюсь, чтобы их в дальнейшем и не было тоже. Трактор выглядит, пишите, как новый. Ну, говорил, не говорил, скажу, наверное, попал в правильные руки, я слежу за ним вовремя. И пока вот выезжаю, прогреваю, слушаю работу двигателя и тому подобное. Если меня все устраивает, потом еду. Все зависит от хозяина. Можно ездить, пока он полностью не рассыпется, а можно, я хочу всегда устранять вовремя. Дальше. Спрашивали по давлению масла, друзья. Сейчас я заведу двигатель, но минут 10 только поработал, температуру еще не нагнал. И посмотрим вместе давление масла, какое же оно. И заразом послушаем работу двигателя. Сейчас стоят форсунки на 5 распыл, 3 штуки. Вот, ну, как я говорил, в дальнейшем планирую, если что-то случится, не понравится, то поменяю. Тем более я заказал, с понедельника должны выслать. Так, заводим трактор, смотрим, давление сейчас 0, зажигание выключено, ну, заводим. Вот на холодную, ну, почти 5. Немножко газу даю, да? Вот такое давление. Когда на горячую, значит, 2-2,5 стабильно. Соответственно, когда двигатель обороты добавляются и давление масла. Это что по давлению. Теперь давайте послушаем, как работает двигатель. Значит, слышно только сам ТНВД. А стук был, когда из-за форсунки, то стук раздавался по всему двигателю. Ну, он холодный, сейчас немножко нагреется, и сейчас он немножко так вибрирует, но он нагреется, и это все уйдет, будет ровно вообще работать. Так что вот такие приключения с форсункой произошли. И еще раз хочу сказать, что, друзья, если имеете такую технику, сделайте себе стенд, чтобы потом не столкнуться с таким, как я. Гадать пальцем в небо, значит, что она и где стучит. Даже в мануале написано, если стук в двигателе, начинайте сначала с форсунок. Но не было стенда, и пришлось вот такие проделать манипуляции по замене ТНВД, хотя старый ТНВД, вот он в коробочке, вот он стоит в коробке, запечатанный, все пластиковые заглушки стоят, я снова ТНВД снял, будет запас, я буду знать, что у меня в запасе, и все. Вот как-то так. Ну и трактор, еще раз повторюсь, 750 часов наработал, и по сезону он не стоял, выполнял все функции. Я ним в принципе доволен. А там каждый себе выбирает. Есть деньги, можно подороже взять, как бюджетный вариант, и работать на нем. Я считаю, он неплохой. А то сразу пишут в комментариях: трактор на букву Г. Вот. Владельцы ДВшек, которые купили, тоже мне начали писать: ты сними видео, как он в работе, и отзыв. Потому что все думают, что трактор плохой. Я бы не сказал. Я лично ним доволен. Очень доволен. А то, что в мелочевке там, друзья, крыло отпало. Где гарантия, что на другой технике от вибрации здесь металл не лопнет?
Вставочку сделал, с уголка приварил, все. Ну, шпильку не раз. Здесь вот, где крыло крепится, тоже обламывалось. Выкрутил. Вот. Поставил другую. Но это все мелочевки. А так, в принципе, трактором я доволен. Так что как-то так. Думаю, на все такие комментарии ответил, что не надо было мне с ТНВД начинать. Надо было все-таки сделать стенд и делать все по очереди. Как говорится, не заводится техника. С чего начинаем? Поэтапно. Если топливо в баке, и пошли фильтра смотреть, тому подобное, подача топлива. Дальше идет свечи, форсунки, ну и т.д. и т.т. Так что, кто владеет уже на данный момент ДВшками такой модели, не расстраивайтесь, я за 2 сезона трактором доволен. Всем пока, друзья, всем удачи, пускай ваша техника не ломается и приносит вам удовольствие. ДВ рулит. Всем удачи.